Всем доброго времени суток! Вы на канале Ну что, свяжем, и я Оля, мой канал об узорах крючком, уже и об изделиях крючком. Я приветствую новичков и гостей на своем канале, добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Плейлистов уже очень много, они собраны небольшие коллекции, ну что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Отдельные привет и слова благодарности передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Давным-давно мы с ними работали, даже вот именно с такой цветовой палитрой, но и с новым узорчиком. Кто еще не работал с данными ниточками, знакомьтесь. Называются они Папатья, я так думаю, что Папатья, Батик. Видите, какой интересный у них переход цвета, такой яркий. Так, смотрим, что это за ниточки. Смотрите, моточки получается 100 грамм, в 100 граммах 360 метров, и это стопроцентный акрил. Нам здесь советуют производители брать вот спицы крючок 3,5-4, ну, в зависимости от плотности вязания, от узорчика. И цвет, смотрите, пока не забыла, называют цвет 14. Вот, все цвета радуги, что называется. Я данную пряжу буду вязать крючком номер 3,5, моя рабочая лошадка. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу. Узорчики все универсальные. Вяжите из разной пряжи один и тот же узорчик, и он будет по-разному смотреться. Поэтому берете зимнюю, демисезонную, летнюю пряжу. Самое главное, читайте инструкцию, нотацию по пряже и подбираете крючок под свою плотность вязания. И все, у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка, в принципе, понятная, несложная. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Но не забывайте смотреть в схемку. Провязали элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели. И так вот незаметно для себя вы научитесь в дальнейшем читать любую абсолютно схему. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта. Это получается 30 воздушных петелек и 2 дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, смотрим. Вначале все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее смотрим по схемке. Здесь делаем одну воздушную петельку. Отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Столбик без накида. Дальше, смотрите, идем по порядку, не пропускаем ни одну петельку. Следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали опять 2 петельки. Столбик без накида. И вот так вот вы шагаете в каждую петельку цепочки, провязываете столбик без накида. Это вот наш первый ряд нашего узорчика. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Получается, я набрала 32 воздушные петельки, у меня получится 32 столбика. Понятно, да? Несложно. Все, и вот так вот аккуратненько шагаете до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу, это несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Идем дальше. Для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. В следующий по порядку столбик нырнули и провязали столбик с накидом. Есть. Первые 3 петельки это имитация столбика с накидом. Идем дальше. 2 накида, пропускаем 2 столбика, 1, 2 и в третий нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами вот так вот наклонился. Опять 2 накида, в следующий по порядку столбик нырнули и провязали по 2 петельки. Еще один столбик с 2 накидами. Теперь наша с вами задача вернуться вот к этим 2 столбикам, которые мы пропустили,
2 накида, возвращаемся за столбиками, вначале в первый столбик нырнули, вытянули ниточку, взялись поудобнее, чтобы нам было удобно провязывать, и провязываем по 2 петельки, 2, 2, 2. У нас получился столбик с 2 накидами, только он наклонился в другую сторону. У нас еще один здесь столбик есть, мы пропустили, помните, да? Опять 2 накида, идем за столбиками, вот он наш столбик, беремся за него и точно так же провязываем по 2 петельки, 2, 2, 2, столбик с 2 накидами. Смотрим внимательно. Верхние, получается, наши столбики смотрят справа налево, так? А за ними, которые столбики, они смотрят слева направо. Поняли? Теперь наша с вами задача провязать точно такой же крестик. Смотрите, делаем 2 накида, пропускаем опять первые 2 столбика и в третий провязываем столбик с 2 накидами, раз, и сюда же, ну, в следующий получается столбик, второй столбик с 2 накидами. Все, здесь как бы все понятно. Но теперь мы будем делать крестик. У нас будут наши столбики. Смотрите сейчас 2 накида. Если мы в предыдущем крестике шли за вот этими столбиками, так, то теперь мы перед ними будем идти. Будьте внимательны. Вот перед ними захватили первый столбик, взялись также поудобнее и провязываем по 2 петельки столбик с 2 накидами. 2 накида. И следующий, получается, столбик, который пропустили, точно так же беремся поудобнее, чтобы мы могли провязать столбик с 2 накидами. Есть. Вот у нас получилось с вами 2 крестика. Видите? Здесь наши столбики, которые находятся спереди, смотрят вот так вот, как бы справа налево, а здесь слева направо. Поняли? Идем дальше. 1 накид. Дальше мы шагаем в следующие 2 столбика, вот эти вот, и провязываем просто по столбику с накидом. Столбик с накидом 1 и следующий столбик с накидом 2. Понятно? Все. И дальше вы провязываете точно так же. Вот такие же крестики. Вот так же. Между ними столбики с 1 накидом. Схемка перед вами. Я надеюсь, у вас получится. Давайте самостоятельно. Так, смотрите. Вот провязали, получается, практически до конца ряда. Я надеюсь, у вас точно так же получилось. И мы заканчиваем ряд 2 столбиками с накидами. Вот получается 2 столбика без накида предыдущего ряда. Первый столбик я уже провязала, накид. И здесь у нас, помните, была петелька подъема, да, как бы имитация столбика. Вот, мы сюда нырнули и провязали столбик с накидом. На этом наш ряд закончен. Далее опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. В следующий по порядку столбик провязываем столбик с накидом. То есть здесь у нас будет одинаково начинаться, одинаково заканчиваться наш ряд. Дальше опять делаем 2 накида. И теперь смотрите, мы с вами должны будем провязать опять 2 столбика, пропустить верхушки и к следующим 2 столбикам. Первый столбик точно так же. Столбик с 2 накидами провязали, 2 накида и в следующий по порядку столбик точно так же 2 накида провязали. Вот. Теперь смотрите внимательно. Мы должны будем сделать 2 накида и опять пойти за столбиками, вот таким вот образом, и провязать вначале первый столбик, как мы провязывали в предыдущем ряду. Точно так же столбик с 2 накидами. 2 накида и у нас еще один столбик. Точно так же к нему возвращаемся. Оп, вот опять столбик с 2 накидами. У нас опять получился крестик. Смотрите, но крестик какой? Он не будет заплетаться как косичка. Видите, он идет зигзагом. Наша задача сделать зигзаг. Точно такой же зигзаг будет и с этой стороны. Видите? Раз, раз. Вот. То есть этот момент мы должны проконтролировать самостоятельно. Дальше опять 2 накида. Опять 2 столбика пропускаем. Следующие 2 столбика провязываем. Первый. Есть. 2 накида. Второй. Есть. Теперь точно так же здесь тоже будет зигзаг, поэтому здесь мы будем столбики с 2 накидами провязывать вот спереди. Поняли? Как в предыдущем ряду. Итак, идем к первому столбику, не торопимся, аккуратно захватили, чтобы нам было удобно, протянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2,
2, 2. Опять 2 накида и следующий столбик. Опять же беремся, как нам удобно. Идем спереди, перед нашими столбиками и провязываем опять столбик с 2 накидами. И если вы посмотрите, вот, видите, точно так же получается зигзаг. Не косичка заплетается, а зигзаг. Раз, раз. И вот раз, 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 раз. Все, несложно. Дальше опять у нас идут наши 2 столбика. Мы точно так же провязываем 2 столбика с 1 накидом. Раз и 2. Поняли, да? Все, несложно. Дальше точно так же вы провязываете следующий крестик и опять столбики. Схемка перед вами. Будьте внимательны. Давайте, у вас получится. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы с вами провязали опять наши крестики. По итогу, если внимательно посмотреть, получается как бы зрительно вот такие вот большие кресты, да? Раз, 2, 3. Очень интересно происходит переход цвета. Так? И заканчиваем мы наш ряд тоже 2 столбиками с накидом. Первый столбик с накидом. Здесь у нас 3 петельки подъема. И в 3-ю петельку аккуратненько ныряем. И провязываем 2 столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Ничего сложного. Дальше опять 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. Точно так же в следующий столбик провязываем столбик с 1 накидом. И теперь смотрите, опять делаем все точно так же, как мы делали. 2 накида. В начале 2 столбика мы пропускаем, в 3-й и в 4-й провязываем. В начале 3-й столбик провязали, затем 4-й столбик провязали. И для того, чтобы у нас здесь сохранился, получается, наш зигзаг, да, с этой стороны выглядят наши столбики как ромбики. Они будут формировать такой ромбик. Вот, получается, опять следующие столбики мы провязываем за нашими провязанными столбиками. 2 петельки, 2, 2, 2 накида и следующий столбик точно так же. Нырнули, взялись поудобнее и провязали по 2 петельки. Все, посмотрели, проконтролировали, зигзаг идет. Так? Дальше 2 накида, опять 2 столбика пропустили, в 3-й и в 4-й провязываем столбики с 2 накидами. Раз и сюда 2. И здесь помните, да, здесь мы будем провязывать крестик. Получается, столбики будут перед столбиками. Там за столбиками в первом разе, да, а здесь будут перед столбиками. Все. Это единственное, что вы должны самостоятельно контролировать. А сам по себе узор состоит всего лишь только из одного ряда. Заметили, да? То есть вы повторяете из ряда в ряд одно и то же. Вот, проконтролировали себя. Зигзаг есть. Все. Дальше опять наши 2 обычных столбика с 1 накидом. Столбик с 1 накидом раз, столбик с 1 накидом 2. Посмотрите, какой легкий узор, да, и как по итогу, в принципе, смотрится эффектно. Я буду провязывать дальше. Смотрите, как переходит, меняется цвет ниточки у меня. Вы тоже вяжите своей пряжей. Давайте провяжем несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится красиво, оригинально, необычно. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Вот такие интересные объемные зигзаги. Они формируют вот такие вот ромбики. Узорчик у нас двусторонний. Выбирайте любую сторону, какая вам нравится, такая будет лицевой. Вот у меня из моей пряжи вот такой получается переход. Так? И сейчас переходит ниточка в такой фиолетовый цвет. Потом еще чуть-чуть она переходит в голубой, а потом она возвращается обратно. Опять фиолетовый, темно-розовый, светло-розовый, вот такой вот нежно-розово-оранжевый, переходит в желтый, даже что-то зелена, и опять повторяется. Видите, вот такие вот интересные ниточки. Вот такая красота. Из моей пряжи узорчик вот так вот хорошо тянется, и вот так вот тоже хорошо тянется. Смотрите, какой, да, необычный. Мне кажется, данным узорчиком было бы неплохо связать, например, бактус, если это будет зимняя пряжа, да, шарфик, бактус. Возможно, это из летней пряжи летние кофточки, кардиганчики. Тоже будет шикарно смотреться. Ну и предлагайте идейки в комментариях, чтобы вы связали, какую бы пряжу бы использовали. А если вы уже вязали что-то данным узорчиком, то обязательно пишите нам в комментариях, что вязали и что у вас получилось. Мы будем читать и вдохновляться. Давайте замерим сегодняшнюю красоту, которую связала я своей пряжей, своей рукой, своим крючком, то есть своей плотностью вязания.
Вы обязательно вяжите образец своей рукой, своей пряжей, своим крючком. Понятно? Потому что могут быть размеры разные. У меня, смотрите, 20 сантиметров. Это я набирала 32 воздушные петельки. И тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядочков. И самый первый столбики без накида 8. Итак, смотрим, сколько это получается. У меня в моем случае это получается, ну вот, 9 с хвостиком сантиметров. Узор несложный, растет очень быстро. Если вы будете из толстой пряжи, будет смотреться эффектно и очень-очень-очень красиво. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают расти моему каналу, развиваться. Спасибо заранее большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.